Я собираю чемодан, всем пока, неудачники. На моих глазах пару раз пырнули человека ножом. У меня аж мурашки. У нас были соседи на Шелковском шоссе, которые считали, что мусоропровод — это их личный унитаз, и можно в него выливать остатки пищи просто из кастрюли. Было несколько человек, которые продали за прям миллиарды долларов свою компанию в Америке и переехали жить в Москву. Были моменты, где я жила в машине в своей. На фон нужно поставить трек многоточие про то, как убивают людей в кальянах. Отношения с мамой, отношения с родиной очень часто идентичные. Я считаю, это жесть. Когда у тебя отбирают свободу. Я сейчас должна решить, где я живу навсегда. Я такой не ем, какой-то верблюд, стейк из какой-то ламы. Привет, давай начнем, давай представимся. Сегодня у нас будет такой разговор про иммиграцию, потому что я тот самый иммигрант, который на данный момент до сих пор в эмиграции уже 3 года. В 22 году я уехала из России, а ты, как я понимаю, уезжала, а потом возвращалась. Вот, и у нас сегодня цель выяснить, с чем это связано, кому окей в эмиграции, кому нет, с чем это вообще связано ли это с ценностями человека, или, может быть, просто кому-то не дано. Вот. Расскажи, пожалуйста, тогда вкратце свою историю, с чего все началось. Слушай, ну, началось все с того, что мне очень не нравился город, в котором я родилась. Я родилась в Рыбинске, это маленький город. Мне не нравилось окружение, еще в школе это было. И мне казалось, что надо все время уезжать за каким-то классным окружением. Ну, меня так научили родители. Сказали, хороший университет даст хорошее окружение, поэтому твоя задача, Жень, поступить в условную Лигу Плюща, у нас или не у нас, в стране. Ну, то есть я должна была поступить в топ-10 вузов, ну, то есть я себе прям цель поставила, чтобы у меня было классное окружение. И мне кажется, что все мои миграции всегда были за обществом, за окружением. Вот, наверное, вот так вот. И каждый Мгм. раз я возвращалась, потому что там, наверное, этого не находила. Возможно, в этом причина. Ну, давай чуть по таймингу. Вот в каком году ты уехала первый раз? Куда ты уезжала, в какие страны? Какой у тебя опыт? Ну, наверное, прям серьезно вот так вот взять чемодан и уехать. Я уехала в 2011 году. Это была Мгм. Испания, это был Мадридский университет Комплутенсы. То есть я уезжала учиться на постградуэйт, ну, как это, господи, называется по-русски? Ну, типа, как 5 лет ты заканчиваешь, и потом вот степень следующую, Мгм. магистерская степень это называется. Я поехала учиться туда в университет, и Испания мне просто не зашла. Мне не зашли люди, мне не зашла сама Испания. Для меня это очень было медленно. Уровень тревоги и толерантности к тому, что надо постоянно суетиться, постоянно что-то делать, вот эти высокие скорости. И как многие люди, знаешь, которые уезжают в Европу, особенно в Южную, в какую-то теплую, они говорят, ну, извините, пожалуйста, вот эти ваши транкила, вот это все вот маньяна, это ужасно раздражает. В основном это раздражает людей, как я, которые очень сильной тревоги живут и даже не знают, что это тревога. То есть потому что кажется, что надо постоянно что-то делать. Это просто я очень деятельный человек, у меня столько энергии, голос уже вытекает, и такая энергия. Вот, то есть мне не подошло по ритму жизни, и тогда я думала, что это потому, что они тупые и медленные, вот, если по-честному. Вот. Мгм. Ну, у меня вот знакомая тоже есть, которая из Испании приехала в Лондон, и она то же самое говорила, что типа там невозможно делать бизнес, никто не хочет работать. Вот, поэтому да, я тебя понимаю. Так, ну хорошо, Испания, а потом ты вернулась в Россию на время или как, или другая страна была? Ну, я на время, на большое время вернулась, в смысле, Мгм. прям долго я вернулась, и была очень рада тому, что я вернулась в Петербург, и мне так, ну, я любила тогда Петербург, и с его погодой, с дождями, с этими людьми супер креативными, как мне тогда казалось, что они такие все творческие. Ну, туда, правда, приезжают по такому внутригородскому ментальному коду, на мой взгляд, люди не совсем обычные. То есть Россия как будто собирает вот там вот людей, которые любят вот эту вот лирику, достоевщину немножечко продать. И мне тогда казалось, я же училась уже много-много лет тогда на психотерапевта, мне казалось, что вот пострадать и глубоко в это страдание нырнуть, это вот то, что и надо, это так и выглядит жизнь. Вот. И мне очень зашел тогда город и люди, которые там опять же окружали меня. Расскажи, Мгм. какая у тебя была первая страна? Мы уехали, у меня семья, да, у меня есть муж и ребенок. Мы уехали в 22 году в первый раз. Ну, на самом деле, самая первая страна была это Турция. Вот если так совсем вспоминать. Мы уезжали там на
1,5, по-моему, или 2 месяца мы там пожили. Где в Турции, на море или в Стамбуле? Бодрум, рядом с Бодрумом там есть такой городок Дидим. Очень красивый, кстати. Там красиво даже в марте, вот, там в феврале, когда холодно. Но все равно как-то, ну, во-первых, мы поняли, что в Турции мы не хотим жить постоянно, то есть нужно простраивать какой-то другой долгосрочный план. И мы вернулись в Россию для того, чтобы уже заняться документами. То есть мы вернулись чисто для того, чтобы уехать, поехать дальше. Вот. И уже следующая страна, которая была такая надолго, это Индонезия. Мы уезжали, короче, у нас очень тоже была смешная, интересная история, как мы выезжали, потому что наш выезд пришелся как раз на период мобилизации. Но, в принципе, поэтому мы и выехали, потому что мы боялись, что мы не успеем по нашему, ну, короче, мы подали на ВНЖ в Германии и ждали, да, решения. И мы боялись, что просто могут закрыть, допустим, границы, и мы уже не выйдем, даже получив это решение. Надо было где-то переждать, пережить вообще этот период. И вот мы выбрали Индонезию, потому что нам казалось, что это, ну, во-первых, нам не казалось, это реально довольно дешевая страна, там можно себе позволить очень хороший уровень жизни и сервиса и так далее за очень адекватные деньги. Там тепло, то есть, ну, ты можешь себя как в отпуске какое-то время почувствовать. Вот. Единственное, что перелет, конечно, может быть долгим там и дорогим, но чисто с точки зрения потом ассимиляции там, ну как ассимиляция, да, мы жили там 9-10 месяцев, почти год. Вряд ли можно сказать, что мы куда-то в какое-то там общество влились, интегрировались. Но было комфортно за счет того, что там большая русскоязычная диаспора. И так как у меня маленький ребенок, я в эту диаспору автоматически влилась просто через там детский сад, через какие-то кружки и так далее. У нас там друзья плюс жили уже к тому моменту, мы вместе с ними виллу снимали. То есть, ну, это был максимально такой комфортный пункт для того, чтобы переждать какое-то время. И мы изначально туда заезжая уже знали, что дальше мы поедем в Германию, то есть что-то временная история. Вот. Ну и все. И дальше, в принципе, мы получили решение из Германии, переехали в Германию, стали уже строить свою жизнь там, так, как будто бы мы уже там навсегда. Вот. Но потом тоже пришла очень интересная новость. Мужу предложили очень хороший вариант по работе с там, повышением заработной платы, с улучшением условий. Ну, просто кто мы такие, чтобы тоже на это не соглашаться. Ну и самое главное, что это предложение было в Лондон. То есть это ну, в ту страну, язык, который я знаю намного лучше, чем немецкий, культура, которая мне намного ближе, чем немецкая. Ну, я на себе говорю, на самом деле у мужа все то же самое. Вот, поэтому мы, да, приняли решение, что надо попробовать еще раз переехать. Третий раз, получается, или четвертый Интересно, за что 3 я тоже года. жила в Лондоне, я жила в детстве, меня отправляли из школы, знаешь, как английский учить по обмену. И, Мгм. я жила не в Лондоне, кстати, а где-то недалеко от Лондона, Хестингс, по-моему, так город назывался. Не очень далеко, то есть там прям на электричке надо было ездить. Потом уже в более зрелом возрасте, уже после Испании, там в районе 2016, мне кажется, года я тоже жила. И училась вот в Оксфорде, тоже это недалеко от Лондона, на самом деле, там километров, ну, 80, может быть, 90. Англичане для меня были жестокие ребята. Уж я думала, что по сравнению с русскими мне жестоким никто не Мгм. покажется, потому что, ну, мы такие довольно, мне кажется, суровые, такие нордический у нас характер, нордический ментальный код. И, ой, можно я, кстати, такую вставку сделала? Мне кажется, это интересно, потому что я же исследовала этот культурный интеллект, вот этот ментальный. Мгм. И в чем там было прикольно? В том, что англичане и русские, мы кокосы. Есть, ну реально это как бы научно обоснованная теория, что есть персики, есть кокосы, и вот люди, которые ментально кокосы, как мы, как англичане, вот к нам тяжело пробиться в кожуру эту кокосовую, но потом зато если пробиваешься и в круг своих условных входишь, то получается вот это вот кокосовое молоко вкусное, теплое, согревающее. А персики это люди вот как раз типа испанцы, итальянцы, французы, американцы. Это вот эти вот кокосы их за это не любят. Вот это типа как твои дела? Мне на самом деле наплевать, но я буду тебе улыбаться. Ну вот это вот. Ну а с персиками ты легко как бы в мякоть входишь, то есть ты сразу тебе рады, на тебя не нападают. И зато потом ты упираешься в кость, вот там, где ты в близость хочешь пойти, Мгм. человек часто ее избегает. И вот
англичане, они, на мой взгляд, тоже кокосы, и на научный взгляд тоже кокосы. Как и мы, но, на мой взгляд, они еще даже грубее. Для меня они были грубее сильно, чем русские, потому что вот этот юмор с тремя этажами цинизма, сарказма и пассивной агрессии, мне было тяжело в этом, вот это я точно помню. Ничего себе. Просто, знаешь, обычно наоборот про англичан многие транслируют стереотип, что вот они внешне типа такие «Oh, how do you do? How are you today?» там и так далее. На самом деле, опять же, их не интересует, естественно, как ты там сегодня. Вот. Что наоборот, внешне очень много вежливости напускной, а по сути, ну, внутри нет никакого участия. То есть, ну, то, что я слышала. И то, что я вижу. То есть, ну, я лично не сталкивалась никогда здесь с грубостью пока еще, хотя я живу там 6 месяцев. Не знаю, короче, мне кажется, что они не кокосы. Мне кажется, они наоборот. Вот. Ну, может быть, тоже разные регионы по-разному. Вот что еще интересно. Ну, наверное. Но плюс еще Лондон — это город мигрантов. То есть, в принципе, отношение к мигрантам другое, и ты сам в кругу мигрантов постоянно вращаешься, не с native, да, speakers в основном. Поэтому да, я могу предположить. Слушай, а давай вот с тобой поговорим вообще про причины, почему человек, принимает такое решение, переезжать. Вот одна из причин, которую ты озвучила, про Испанию, да, это просто обучение. Насколько это вообще было сознательное решение или это родители отправили? Как вообще это было? Нет, это не родители, это мое желание дальше там расти, дальше развиваться, ну, условно, по психологической и психотерапевтической карьере. Мне казалось, что мне не очень интересно дальше получать здесь гуманитарное образование, здесь, в России, потому что я уже закончила один из лучших вузов. Я тогда думала, что он слабый, пока не оказалась в университете в Испании. Оказалось, что он очень сильный, потому что там на магистерской программе мы проходили то, что я проходила вообще на первом курсе в СПбГУ. И для меня был шок вообще от этого. И мне хотелось какие-то еще методы более западно ориентированные находить. Вот это вот, что типа я окей, другой человек окей, поменьше как раз драмы хотелось, поменьше Достоевщины, поменьше... короче, я сама уже долго была много лет в психотерапии, мне казалось, мы когда-нибудь слезем с мамы и с бати. Вот можно Мгм. уже их оставить, бедолаг, в покое и пойти что-то мне, Женьке, с моей жизнью делать. И мне вот хотелось... у меня была миссия с собой разобраться, и вот ну, привнести это в русскую культуру, что можно, ну, как-то по-другому жить. Мне хотелось это поисследовать. Мгм. То есть Ну и это была учебная история, карьерная, и она не была такая, что типа я собираю чемодан, всем пока, неудачники. Такого не было. То есть я прям поехала, чтобы что-то взять и привнести в свою среду, в свою культуру. ну вот так и получилось в итоге. А Вот так. вторая миграция куда была? Слушай, ну это тоже была учебная иммиграция как раз в Англию, она тоже была такая же, я привнесу в культуру, а вот не такая, о которой я брала прям чемодан и хотела прямо уехать и реально Мгм. ассимилироваться где-то в другой среде, это была Латинская Америка. Я думала между Бразилией, там есть такой айтишный центр притяжения таких условно, ну, мозгов людей. И я тогда делала айтишный проект, и мне очень хотелось развиваться, потому что там было много денег венчурных. Это Флорипы в Бразилии и в Буэнос-Айресе в Аргентине, и вот как-то там это все Мгм. происходило. На сколько лет тебя хватило там? Или месяцев? Примерно год, Мгм. примерно год. Эм, Но я потом хотела ехать в Штаты. И даже, кстати говоря, получила визу тогда, когда вообще русскоговорящие не получали. И мне даже визовый агент сказал, что она впервые видит, что русскому человеку в этой точке на карте дали вообще визу в Америку, такую долгую. Мгм. И дали, и я не поехала. И это до сих пор моя боль, потому что я думаю, что это следующий мой шаг на самом деле. А почему? Слушай, да может быть сейчас как-то не очень прозвучит, но мы же тут про честность. Я поехала в Москву, решила заехать. Я в Москве прям долго никогда не жила. Я из Рыбинска, Мгм. Петербург у меня 18 лет моей жизни занял, но прям в Москве я не жила. И я решила, что мне надо поехать посмотреть на некоторых людей, с которыми я просто, пока я путешествовала по миру, познакомилась. Они очень умные, очень интеллигентные, очень интересные и строят какие-то феноменальные вещи в России. Хотя мне казалось, что в России венчурная зима, тут никто ничего не строит. И я поехала, там была программа в Сколково. Ну, короче, как-то так все закрутилось. Опять же, люди, с которыми я познакомилась, они меня совершенно впечатлили. Там, кстати, было несколько человек,
которые продали за прям миллиарды долларов свою компанию в Америке и переехали жить в Москву. Прям несколько Мгм. таких женщин, которые меня старше, они, возможно, какой-то ролевой моделью в том числе стали для меня. И я такая, вау, и вот я начала с ними взаимодействовать, и мне так понравился их майндсет, мне понравилась их жизнь. И я так люблю говорить, как плохо это, наверное, звучит, потому что мы все понимаем, что центральные районы Москвы — это не Россия. И Мгм. вот заехать в ЦАО — это был лишний шаг до миграции, потому что уехать оттуда практически невозможно, потому что невероятное количество интереснейших людей, инфраструктуры, такой, которой я нигде больше в этом мире не встречала и не встречу, потому что у меня нет ожиданий, там, что какой-нибудь Лос-Анджелес, Сан-Франциско или Нью-Йорк принесет мне такой уровень комфорта за те же деньги, которые я плачу здесь. Мгм. Ну, то есть, если подбираться к вопросу, почему ты все-таки в России, а точнее в ЦАО в Москве, вот, то это причина, получается, личный уровень комфорта, да? Личный уровень комфорта и людей. То есть это, знаешь, наверное, это внутренняя иммиграция. Есть такое понятие, Мгм. внутренняя иммиграция, и мне кажется, это оно, если честно. Потому что как только я выезжаю за пределы, я хочу собрать чемодан и уехать. А когда я здесь, я такая: о, ребята, какие вы прикольные, там фитнес-зал, где настолько двое ходит, больше, чем два человека нельзя, все идеально чисто. Потом ты выходишь, берешь какой-нибудь кофе. Недавно я была в поликлинике, в обычной государственной поликлинике, где были какие-то невероятно вежливые люди, которые встречают на входе, как типа хостесы, я не знаю, как это называется, наверное, в поликлинике Мгм. по-другому называется. Они встречают, они тебе распечатывают талоны, провожают тебя в кабинет к врачу, успокаивают, дают конфетку после, как ты кровь сдаешь, ты сдаешь кучу анализов, у тебя все подгружается в приложение в специальное. Потом ты спускаешься в буфет внутри поликлиники, тебе делают латте на банановом молоке с круассаном. Я просто Короче, я просто до такой уровень, я не ожидала, что так есть в России где-то. Мгм. Слушай, ну вот это такой очень важный, мне кажется, поинт, потому что ты абсолютно права, что это специфика ЦАО. И я как раз, когда уезжала, я уезжала не из ЦАО. Мы долгое время, ну, родилась я вообще в районе таком Северно-Измайлово, который граничит с Гальяново. На моих глазах пару раз пырнули человека ножом. О боже. Вот. Поэтому, ну, Гальяново — это один из самых криминальных районов вообще Москвы, но особенно на тот момент, когда я росла. Сейчас, конечно, все немножко, наверное, изменилось. А потом мы переехали с мужем в Химки, потому что он, в принципе, оттуда. И вот последние там 3 или 4 года, которые мы жили в России, мы жили в Химках. Поэтому, конечно, мне уезжать, ну, мягко говоря, хотелось. Вот. От всего того, что происходило вокруг, это... Ну, тут можно, знаешь, много говорить. Можно сказать, что я там какой-то цветок тепличный и так далее. Но, типа, мне не нравится, когда я не могу выехать на своем автомобиле из огромных нечищенных сугробов, хотя я заплатила за очистку территории, да, в рамках там общедомового вот этого расхода. Но это какая-то мелочь, и вот как бы типа все вот эти мелочи, они накапливаются настолько, что у тебя складывается ощущение, что твоя жизнь, блин, это страдание какое-то вечное и преодолевание каких-то проблем, типа, ну, на тот момент, когда мы жили, еще у меня совсем маленький ребенок и коляска, да, с которой невозможно проехать просто, потому что, блин, ничего не чищено. Вот. Ну и много-много нюансов, в том числе в людях, потому что, конечно, контингент, который живет в центре Москвы, и люди, которые живут в Химках, это абсолютно разные люди. С одной стороны, я уезжала действительно тоже за личным комфортом, наверное, но тут нужно сказать, что еще есть мотивация, и она, наверное, более сильная. Мотивация какой-то внутренней и внешней свободы. То есть для меня очень важно говорить то, что я думаю, не оглядываясь там на какие-то опасности, которые потенциально могут быть. Да, то есть, ну, я думаю, здесь все понимают, о чем идет речь. Не буду даже распространяться дальше. То есть это, наверное, была самая главная мотивация. И если сравнивать, ам, мы с тобой, кстати, как-то немножечко даже в личке это обсуждали. Я себя здесь, в Англии, да, на данный момент я в Лондоне, чувствую очень комфортно. У меня может быть тоже какая-то внутренняя миграция, потому что для меня, в принципе, не приоритетно общение с большим количеством людей. То есть у меня нет такой цели завести кучу тут друзей,
Вот, и сильно общаться. То есть мне так ок. Для меня очень важен личный комфорт, и я это очень четко признаю. То есть мне очень важно, пусть мне улыбаются в лицо и за глаза меня поносят. Мне как бы наплевать на это. Главное, чтобы мне улыбались в лицо. Вот, то Я есть очень много я раз это, кстати, про слышала. Очень много раз слышала о том, что, типа, мне вообще наплевать, что чужой человек обо мне думает. Просто пусть на меня не Мгм. попадает, мне уже как бы классно. Да, здесь, в принципе, очень, ну, так как у меня есть опыт жизни там и в Европе, и здесь, в Лондоне, и в России, я могу точно сказать, что здесь абсолютно точно больше заботиться о комфорте других людей. То есть здесь нет вот этого ощущения, что тебе нужно там всех распихать побыстрее в очереди, короче, залезть в этот автобус. Вот даже сегодня, например, мы попали в небольшую, короче, передрягу. Просто, ну вот, да, ты не залез в этот автобус, ты не успел. Никто не пропихивается. То есть передо мной стоят люди, и они не они тоже опаздывают. Видно, что это человек, который едет на работу с портфелем. Ну, как бы у него не получилось. Все, он не пихает впереди стоящего. Ну и как бы для меня это комфортный образ жизни, для меня это то, чего я искала. Мне нравится ездить там, тут велосипедная культура очень развита, да, то есть я хочу ездить на велосипеде, допустим, до школы. Хотя в Москве, я знаю, в центре тоже сейчас уже велосипедные дорожки сделали, и, ну, насколько я знаю, это тоже очень комфортная среда для передвижения. Я чувствую себя здесь счастливой. Мы даже вот недавно, по-моему, вчера обсуждали с мужем, что хотелось бы нам здесь остаться. Я как раз сейчас ездила посмотреть тут природу, еще раз влюбилась, короче, в природу Великобритании, и такая внутренне я поняла, что, блин, я бы хотела здесь остаться, я бы хотела здесь дожить свою жизнь до конца. И Мурашки. да, ну дай бог, чтобы так получилось, потому что, естественно, это все от визовых тоже историй зависит. Но желание мое такое, и мне здесь абсолютно комфортно, я не хочу назад. Единственное, наверное, о чем я скучаю, это мои близкие подруги. Мы с ними общаемся, на самом деле, до сих пор и созваниваемся и так далее. Но, естественно, там в бар уже не пойдем вместе. Да, этого нет. Но, знаешь, как бы если из жизни у тебя уходит что-то, то часто на это место приходит что-то новое. Вот. И здесь тоже я встречаюсь со своими подписчицами, кстати, представляешь, которые просто смотрели мой блог и написали мне в личку, и типа, пошли погуляем. Вот, это круто. Мне нравится. Это очень прикольно. Слушай, я, кстати, хочу легализовать историю о том, что, может быть, кто-то думает, что ты тепличная девочка или еще что-то. Вообще-то это важно, когда рядом с тобой не убивают человека, когда ты что-то платишь, что это, ну, работает, да, то есть ты получаешь свою услугу за чистоту, Я очень про комфорт. Я вообще такая кайфажорка, что я очень про комфорт, и я считаю, что иногда, не знаю, знаешь, вот в многоэтажках незапаянные бывают мусоропроводы, и там все время вот эта вот вонь и крысы, ну, вот это вот может быть причиной, чтобы переехать. Ну, может быть, даже в другую страну, почему нет? Ну, то есть, если Но это для тебя комфортнее. у нас были соседи на Шелковском шоссе, которые считали, что мусоропровод это их личный унитаз, и можно в него выливать остатки пищи просто из кастрюли. Вот, и это, ну, жесть, да. Меня немножко подташнивать стало. Слушай, Извини. Мы поговорили с тобой про ценности, ну вот что для тебя, похоже, важна там свобода, безопасность, возможность говорить, жить легко. Для меня важнее культурный код, какая-то общая история, мои люди, чтобы были, и вот этот вот комфорт тоже, чтобы чисто было и легко купить везде кофе, позаниматься фитнесом в шаговой доступности. Давай пойдем в более, мне кажется, глубокую тему. Мне хочется, я же все-таки психотерапевт, мне интересно порыться в сценариях, потому что вот ты сейчас не сказала про родителей, ты сказала про подруг и не сказала про родителей. Мне очень интересно вопрос сепарации, как он у тебя решился и решился ли переездом, потому что, ну, это многие решают, я знаю. Ну что, насчет сепарации. На самом деле моя история, я не буду подгонять под то, что есть, да, наоборот, под то, что хочется услышать. Все было немножко наоборот. То есть сепарация у меня была намного раньше, чем эмиграция. Я в 21 год просто ушла из дома в никуда, жила какое-то время у подруг своих, потом я нашла комнату, снимала комнату. Были моменты, где я жила в машине в своей, вот. Поэтому у меня сепарация в 21 год пройдена, как бы, а уехала я в Смех. 20. Господи. Нам этот Нет, не ролик надо, пройдена. знаешь, нам этот ролик надо назвать «Сепарация, иммиграция, возраст».
А А почему? на фон нужно поставить, трек "Многоточие" про то, как убивают людей в кальянах. Вот. Кошмар. Слушай, а расскажи, а что, как так получилось? У тебя какие-то агрессивные очень родители? Это можно спрашивать? Да, это можно спрашивать, знаешь, ну, я не могу сказать, что они, ну, наверное, агрессивные, вот. Но скорее проблема была в том, какой стала я и как я стала относиться сама к себе после опыта жизни с такими родителями. То есть, ну, бывает же на самом деле разное, но не всегда человек приходит к той точке, к которой прихожу я. Бывают люди, которым всю жизнь комфортно жить с такими родителями, и как бы, ну и ок. Они просто не знают, что это некомфортно. Да, да, так и есть. Вот. Я такой довольно свободолюбивый человек. Я, кстати, очень часто задумываюсь, а что на меня повлияло, что вот я решила именно по такой дорожке пойти, потому что это на самом деле очень сложно. В 21 год ты, я не скажи, что ну, даже 20 мне было, когда я уходила, не скажи, что ты очень уже зрелый человек, ты вообще не зрелый, ты не понимаешь, что делать с жизнью, особенно если тебе, в принципе, большую часть жизни рассказывали, какой должна быть твоя жизнь. Вот. Ну и принять такое решение на самом деле было непросто. У меня зарплата тогда была, ну, типа 1070 или 80. На тот момент это было довольно прилично, типа это был какой там 15 или 14 год. Вот, но все равно, то есть, ну, самостоятельно прожить, еще снимая комнату, еще у меня кредит на машину, то есть это, ну, капец. Но да, я пошла типа на неудобство, и я приняла решение, что лучше я буду что-то там, не знаю, гречу есть тихонечко, но я не буду жить вот в том, хотя, естественно, родители обеспечивали мне всю жизнь, то есть мне не нужно было платить за квартиру, мне не нужно было за еду платить, да, то есть у меня много денег бы оставалось, если бы я с ними осталась. Они Но обеспечивали я ту ушла. жизнь, которая тебе не нравилась просто. Да, да, так и было. Вот. Я ушла, и ну, постепенно, как бы, да, я начала находить себя. Первое мое образование журналиста, я как раз получила такое дополнительное небольшое образование в ВГИКе, как режиссер документалок. Это то, что, к чему у меня всегда лежала душа. Вот я как раз к тому моменту себе это и позволила, наконец. Постепенно меняла работы, да, росла. То есть, ну, в какой-то момент просто так случилось, что я встретила уже своего будущего мужа, и дальше мы уже вместе пошли по жизни. Тут нельзя сказать, знаешь, мне часто пишут в комментариях, что тебе просто очень повезло, у тебя такой классный муж. Но как бы это не совсем так, потому что когда я встретила своего мужа, он зарабатывал примерно столько же, сколько и я. Вот. И дальше просто у нас шел совместный рост и совместная, ну, знаешь, такая взаимная поддержка. Ну, а уже отъезд из страны, он состоялся в 22 году, то есть это у нас прошло что, 7 лет, даже, да, 7 лет прошло. Вот, то есть, с родителями я от родителей и конкретно, наверное, в данном случае нужно сказать, что от мамы я дистанцировалась давно. Я давно начала жить свою жизнь. Я давно начала осознавать, что, те эмоции, на которые меня выводит человек, они непродуктивны, не полезны для моей жизни, и что-то надо с этим делать. Ну и вот с этого года конкретно я вообще в терапии. И, ну, как бы так сложилось, что интересно, что началась моя терапия, и с апреля этого года я почти не общаюсь со своей мамой пока на данный момент. Я не знаю, будет ли это меняться дальше. Я на данный момент просто приняла это, что мне это нужно для того, чтобы восполнить как-то свой ресурс, для того, чтобы самой себе расставить все по полочкам. И далее, возможно, я найду способ общаться с ней так, чтобы не раниться об нее. Вот. Ты же Наверное, вот знаешь, так. что, может быть, и не знаешь, ну, я так просто закину эту научную идею о том, что отношения с мамой, отношения с родиной очень часто идентичны. И Да, у меня даже условно, видео ты есть на отрезала и моем маму, и канале. родину. Сейчас это как раз звучит как очень сценарно. Да, у меня даже я даже снимала видео, прям вот конкретно про эту тему. У нас отношения с нарциссическим родителем часто еще проецируются на отношения с нарциссическим государством. И да, для меня абсолютно, наверное, меня очень триггерит то, что могут потенциально ограничить мою свободу, потому что
Это то, чем занималась моя мама все детство моё и всю юность. То есть, ну, допустим, до 18 лет я не могла выйти из дома вообще, без сопровождения. У меня не было ключей от дома. Ну, то есть это один только пример, это мини-пример из всего того, что происходило. Ну, там, естественно, все переписки, все дневники читались, да, это вообще, даже не нужно об этом говорить, это естественно в этой ситуации. И я это, безусловно, переношу на взаимоотношения с государством, поэтому меня это очень триггерит. И когда я в какой-то момент чувствовала, что вот сейчас могут закрыться границы, и меня могут лишить вообще моего естественного права на передвижение, а для меня это естественное право. Я считаю, что никто не может человеку запретить куда-то вообще выехать. Ну, меня просто трясло, потому что я считаю это жесть. Когда у тебя отбирают свободу, это, наверное, вот это, наверно, моя самая ключевая ценность вообще, вот прям кор, ядро. И, я так ее защитила, да. Мгм. Ну, то есть получается, что у тебя все равно был сценарий уехать от, а не к. Я, кстати, вообще не уверена, что мы можем уехать к, если по-честному. Вот у меня нет такого опыта. Все равно, мне кажется, мы уезжаем от, а как будет к, мы можем понять уже, когда мы живем в среде, потому что всё остальное будет фантазии наши об этой Я среде. с тобой согласна. Даже если ты приезжаешь на какое-то время, ты все равно не оценишь, насколько у тебя в бытовом плане будет сложной или легкой там жизнь. Но, естественно, ты можешь опираться на какие-то факты. Ну, типа, есть вообще объективная реальность в духе каких-то там рейтингов, ВВП. Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, ну, Развитая или развивающаяся экономика — это то, что меня лично, Женьку, всегда волновало. То есть мне всегда было интересно, а как живут люди, в развитой экономической среде. Вот я, кстати, видимо, промахнулась, с Латинской Америкой вот в этом еще пункте. мгм, Вот, потому что когда ты понимаешь, что ты реально, ну, невозможно умереть под мостом от голода. Я же вот работаю со сценариями, где люди, финансовые сценарии свои меняют, это основная моя деятельность. И в основном все говорят: "Я боюсь умереть под мостом с голоду". Я говорю: "Так это реальность наша". Мы можем, у нас не социалистически ориентированное государство. мгм. И в целом мне всегда было интересно, вот в развитой среде, ну, не знаю, вот в тех же Штатах, не знаю, в Калифорнии ты можешь работать официанткой и реально, ну, купить себе дом классный, машину вообще спокойно там за год, за 2. Да, ну и часто люди еще, Интересно. кстати, злоупотребляют очень сильно этим, особенно вот то, что в Европе есть. Это, ну, сложно отрицать, что есть люди, которые просто сидят на этих пособиях, выходят на работу, типа, там, на пару дней, потом провоцируют, чтобы их уволили, возвращаются обратно на пособие. Ну, то есть у этой системы есть как плюсы, так и минусы. Как и у любой системы. Да, Вот да-да-да. подходит она тебе или не подходит. Мне кажется, тут тоже важно вообще в иммиграционных темах не искать что-то идеальное, типа условно Мгм. хорошее или очень плохое, или на сотку мне подходящее, потому что это нереалистичный план. Если мы там уйдем в глубину сценарного анализа, то это вечный конфликт между мамой и папой. А если мы поднимемся, ну, наверх, да, в эту задачу, то просто подходит ли это мне сейчас под мою задачу. Все, точка. Потом Мгм. перееду, если перестанет подходить. Потому что вот это утяжеление: "Я сейчас должна решить, где я живу навсегда, и кем я буду там, и работать тоже навсегда". Ничего навсегда не надо принимать, никаких решений, потому что это невозможно. Мир меняется так быстро, что ты не можешь ничего принять навсегда. Ты должен принять только то, что мир, он не в неопределенности, и it's окей. И мне окей в неопределенности. Но люди, которые тревожные, боятся неопределенности, им очень стрёмно принимать такие решения. Мгм. Да, ну, ты права, что, не нужно, короче, надеяться. Вот когда ты переезжаешь, не нужно надеяться, что у тебя прям вот сразу, во-первых, все пойдет как по маслу, что это, кстати, очень частая проблема, что люди переезжают, и у них, разочарование идет, потому что у них была одна картинка их будущего, и она сразу как бы вот об реальность, да, разбилась. И на этом моменте я, кстати, очень вижу много там тоже видео и в "Тиктоках" всякие, короче, видосы про то, как люди возвращаются вот на этом моменте. Но для меня, знаешь, это как раз показатель немножко какой-то такой детской позиции, что ты вот откуда-то сбежал и надеялся, что тебе там что-то кто-то даст сверху, и что тебе не нужно никаких усилий для этого прикладывать в конечном итоге. Это так и есть. Ну, по факту, это бунтующий ребенок. У меня на канале есть видео более полное вот про вот эти наши субличности.
И это же и делает бунтующий ребенок, который типа, fuck you, bitch, вообще здесь не буду, поеду сюда. И вот он там требует тоже что-то. То есть это абсолютно детская роль, которая заряжена всегда на другого человека. То есть бунтующий ребенок, он же всегда про другого. Он всегда ориентирован на то, чтобы эти, ну, условная мама с папой, там, неважно, страна, государство, муж, дай мне вот это. И там все время фокус вот дай мне, чтобы подстроиться под это или бунтовать против этого. То есть фокус не на себе, а на этом. Мгм. В этом и прикол. Мгм. Да, да. Вот мне кажется, это вот такие люди возвращаются. Очень много видосов я смотрю про то, что там вот в Европе у меня не получилось, еще там, где у меня не получилось. Хотя есть, конечно, примеры и хороших, успешных историй миграции, но их меньше, потому что, естественно, люди делятся в основном говном, Да. а не хорошим. Вот. Поэтому тоже, когда, знаете, ресерчите эту тему, и вам попадается в основном негатив, это я к зрителю, да, обращаюсь, вы учитываете этот момент, что вылезает всегда все самое негативное и плохое, во-первых, потому что это набирает охваты, и это просто пушится алгоритмами. Вот. И хорошие истории. Вот перед вами 2 истории, но они обе хорошие на самом деле, потому что здесь в обеих историях люди просто с собой подружились и поняли, ну, честно с собой поговорили, что для них комфортно. На сегодняшний день, Вот. опять же. На сегодняшний день, да, вот Женя собирается уже на чемоданах сидит. Слушай, я знаю, что хочу? Я хочу еще для зрителей дать такие 4 поинта. Я же исследовала все-таки тему иммиграции долго. И какие вот 4 сценария основные эм, ну, ведут к иммиграции человека. И вот Да, важно, интересно. прежде чем переезжать, решить с этими сценариями. Ну, или даже если ты уже сейчас переезжаешь, то по ходу пьесы еще и решать с этими сценариями для того, чтобы их просто не повторять в разной стране. Ну, знаешь, Мгм. это поговорка, которая куда бы ты ни уезжал, ты берешь везде с собой себя. Это и правда, и неправда одновременно. Ну, с одной стороны, да, ты берешь с собой сценарные паттерны, а с другой стороны, наш контекст всегда меняет наше содержание. Всегда. Внешнее тоже очень важно. Ну, то есть, условно, кактус не вырастет там в тропиках, или какой-то тропический красивый цветок, который любит влажность, не вырастет в пустыне. Вот тут то же самое. Так вот, Мгм. Так, ну, ты вот эти сценарии ты имеешь в виду, которые 2 мы обсудили, да, уже: "Побег от" и "Сепарация", или это что-то другое? Да, но и это как бы вот эти вот побег от и сепарация — это все сценарии, которые, происходят из-за того, что есть внутренние запреты или убеждения. Я вот хочу вот эти вот внутренние Мгм, мгм. сценарии обсудить, вот Интересно. запреты и осуждение самого себя за что-то. Мгм, И первый — это то, что нам говорили или транслировали значимые взрослые в детстве: мама, папа, дедушка, бабушка, первый учитель в школе, тренер по спорту, кто угодно это может быть. И это в нас вложилось интроектом. Что значит интроектом? Это значит, что вот эта вот родительская, условно-родительская фигура, она встроилась в нас и дальше разговаривает с нами этим голосом. И вот с ней важно работать дальше уже там в терапии, без терапии, там с помощью окружения какого-то нового. И первый сценарий, он называется «Не принадлежи». Это один из самых таких мощных запретов родительских, которые толкают человека, собственно, к отъезду. С детства он может, такой ребенок, чувствовать себя чужим вот в собственной семье, в городе, в стране. Ощущение, что я не на своем месте. Это такое фоновое состояние уже. Иммиграция, она решает только физически, вот эту вот сепарацию делает. Но внутренний процесс, вот это «я чужой», «я не нужен никому», вот эта вот отчужденность, она э, может постоянно заставлять человека искать свое место. Вот если постоянно, системно я ищу место и мне все время что-то не то, значит, скорее всего, у меня вот это вот не принадлежать никому есть запрет, и с ним классно поработать в терапии. Ну, или не мгм, в терапии, я, конечно же, как психотерапевт рекомендую всем психотерапию, но это главное попасть в среду, где люди очень в реальности, зеркалят реальности, говорят: слушай, ну это вообще-то не так, а давай подумаем, как так, как по-другому, как по-новому. Вот. Просто таких рефлексирующих людей, их мало, если они не в терапии в основном. Ну, по моим наблюдениям. Вот. Второй запрет — это не будь собой, это там, где ребенка не принимают таким, какой он есть, и постоянно сравнивают вот с этим сыном или там дочкой маминой подруги условной. Типа, посмотри, вот у дочки маминой подруги вот это получается, а у тебя руки-крюки там. И тогда у человека формируется, собственно, сценарий, в котором счастье возможно только при условии полного преображения. То есть стать вообще кем-то другим мгм, в мгм. другой стране. И страна вот эта вот, она становится символом такого преображения.
там я стану другим, успешным, счастливым. Вот как раз то, о чем ты говорила, требования начинаются. Они как раз Мгм. начинаются там, где я себя не умею принимать собой, а может быть, я себя даже не знаю, собой не Мгм. слабости свои, ничего не знаю. А хочу, чтобы они мне все рассказали, а кто я. А лучше вообще не рассказывали мне про меня, а просто давали мне, заносили бесконечно. Мгм. Мгм. Тоже. Да, слушай, знакомо очень. Но вот я пока, честно, не могу ни в первом, ни во втором себя узнать. Ну, может быть, я просто плохо себя знаю. Нет, это не обязательно. Не у всех Мгм. кандидатов это есть. Можно Мгм. ты Окей. просто реально поняла, что тебе не понравилась та жизнь, которую давала тебе, ну, мама, родина, и ты такая: Мгм. "А как я хочу?" И вот ты пошла исследовать все. Плюс Мгм. психотип такой, ты по психотипу искатель, исследовательница такая. То есть это тебе, в принципе, свойственно видеть реальность и перебирать фактологично, знаешь, типа, что подходит, что не подходит. Это нет, как тест гипотез, знаешь, как в бизнесе. Мгм. 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 И еще 2 сценария есть. Еще один, который называется "Никогда не достигнешь". Он заставляет человека, знаешь, все время стремиться к цели, но в последний момент идет что-то не так. И иммиграция может стать очередной такой грандиозной целью, которую человек себе поставил, такая она клевая, и она никогда не будет достигнута до конца, то есть будет вот эта вот вечная неудовлетворенность, либо по прибытии в страну окажется, что это вообще не то, что я искала. Ну вот опять же, тебя в этом сценарии, похоже, нету, потому что ты сказала, что типа, блин, Англия супер вообще, мне нравится природа, даже тебе уже нравится. Природа это очень важно, потому что природа это большая часть нашей заботливой мамы. Вот знаешь, многие говорят, я хочу вот на природу, там вот условный рехаб самой себе устроить, отдохнуть, выдохнуть, потому что природа это безусловные поглаживания нам. Мгм. Когда мы совсем Мгм. в апатии, в депрессии, классно поехать в лес, обнимать, не знаю, сосны, и тогда будешь себя хорошо чувствовать. Мгм. Да, для меня это очень важный пункт наполнения ресурсом. Мгм. И еще последний сценарий, называется сценарий Геракла, когда человек видит свою жизнь как череду испытаний, которые нужно преодолевать. Вот это вот Во, жизнь. вот это больше на меня похоже, кстати. И родина, она воспринимается как очередное препятствие, которое нужно покинуть, чтобы совершить подвиг, доказать вообще свою силу, свою состоятельность. И такой человек, он по жизни в основном не ищет покоя, он ищет вызовов. И он обычно перебирает это в значимых сферах жизни. Это работа и отношения обычно, ну, семейные, любовные. То есть и либо там будут постоянные вот эти вот, надо себе искать жопу на вулкане, чтобы посидеть получше. Ну, вот это мне похоже на меня, короче, Жень. Но у меня больше вот в работе, в реализации это выражается в отношениях, наоборот, все довольно хорошо, ровно и успешно. А вот то, что я всегда придумываю себе какой-нибудь челлендж. Мне кажется, сейчас все, кто меня лично смотрят, если они смотрят, они посмеются просто на этом моменте. Это же тоже не приговор сценарий. Знать свой сценарий и менять только то, что тебе сейчас не подходит. Вот знаешь, вот мне не нравится вот эта идея о том, что нам надо становиться какой-то лучшей версией себя. Мы уже окей в базе в своей, мы Мгм. окей, не надо никем становиться. Важно менять то, что мне мешает жить. Все остальное, это окей. Может, тебе прикольно, что у тебя в работе есть вот эти вызовы. Ты это знаешь, ну и что это сценарий? Это часть сценария, которая тебе подходит. Зачем, опять же, надо перелопачивать вообще все и становиться кем-то другим, если я уже сама золотце сама по себе в базе? И мой сценарий, мои травмы тоже классные, они меня сделали той, кем я являюсь. Да, это, кстати, вот, один из больших инсайтов терапии у меня был, что не надо вообще бороться с каким-то интроектом своей мамы или так далее. Нет, блин, сам вообще вся цель, весь прикол в том, чтобы изучить просто себя. У нас нет вообще Да, цели что то там истребить, изменить, переломать. Как, я не помню уже, кто это говорил, философский факультет, включайся, знание — это сила. Это кто сказал? Ну, то есть, типа, ты просто зная о своих слабых и сильных местах, ты уже обретаешь силу. Потому что ты довольно осознанно вообще соображаешь, что у тебя в жизни происходит, и где ты реактивно реагируешь, а где ты реагируешь осознанно. Ну, то есть, короче, ты можешь этим всем управлять. И да, ну, для меня, на самом деле, вот этот сценарий Геракла, если он есть, это точно то, что мне дало очень классные результаты в жизни. Ну, как бы, и да, я живу в другой стране, у меня свой бизнес, да, для меня, я считаю, я хорошо зарабатываю, я могу зарабатывать еще больше, у меня много идей, там, своих каких-то бизнесов, и у меня есть дочь, у меня есть любимый муж, вот. То есть, ну, я считаю, что этот сценарий не привел меня к какому-то разрушению в любом случае. ну и ты сейчас А, прикольную штуку сказала, что,
про влияние. Для меня это про влияние. Я сама влияю на свою жизнь, сама там что-то доделываю, переделываю, но в базе я окей. Или если надо, блин, бороться бесконечно с мамой, с папой, с каким-то сценарием, то они влияют, получается. Да, я им отдаю тогда контроль, да. Да. Мгм. Я тебя, кстати, вот хотела спросить, наверное, пару таких важных вопросов. Мы с тобой много говорили про ценности. А как вообще человек может эти ценности у себя определить? Вот если мы берем человека, допустим, как я, да, который очень долго с какими-то влиятельными, властными родителями жил, там, ну, очень сложно, да, разобраться. Вот что бы ты посоветовала как психолог? Я бы посоветовала делать техники про ценности. Ну, просто находить свои ценности. И главное в этом отвечать на вопросы честно перед собой, как будто бы не смотрит сейчас мама или папа. То есть у меня есть, кстати, тоже на канале видео про ценности, как их определить, вот это вот сама техника и практика. И важно, когда ее делаешь, отвечать не так, как меня научили. И вот когда мы держим этот вопрос в своей голове, я такая: о, меня научили это вот так, я ее выкину, эту ценность. Вот, и я заметила, что я и мои подруги, мои клиентки часто выкидывают послушание, честность, хотя вообще-то всех нас учили быть именно такими. Мгм. Если я выкину, это вообще не моя ценность. Моя ценность — это комфортная, богатая жизнь, Да, отсутствие да. внутренних конфликтов, и там абсолютно другое вылезает. Когда ты начинаешь с собой говорить так, как вот я бы говорила с собой вот одна, если мама с папой за мной не смотрят. Вот прикольно выяснить Мгм. все вопросы в своей жизни, чтобы понять себя и цели, и ценности, мечты, желания, неважно, вот всё вот это вот околопсихологическое, опорное, то, что дает нам опору, э, отвечать прям задать себе вопрос: так, а вот это я так считаю, или это мама или папа мне так говорили? А если мама, папа так говорили, я все еще с этим согласен? Считается, что психотерапия заканчивается с клиентом тогда, когда человек может сделать так, как хотела, чтобы поступила, ну, чтобы я поступила, моя мама как хотела, поняла? Мгм. Не Мгм. отрицать, маму в себе. Но что-то Мгм. подходит, что-то не подходит, и это Мгм. нормально. Ну, Ну, я бы отвечать на сейчас. вопрос, что Ага. если я нахожу в себе ценность, что мне важно, не знаю, у меня, например, свобода, кстати, не входит в топовые ценности. Вот комфортная, Мгм. богатая жизнь входит, а свобода нет. И но меня папа учил быть свободолюбивой очень. И когда я писала свободу, я такая: так, это кто? А это на папу похоже. А я так считаю, а я так не считаю. И я ее выкинула. Да, кстати, мы с моим терапевтом еще делали такое упражнение, что мы прописывали вот эти все ценности, как я считаю, для мамы и для папы. И это очень прикольно, потому что ты как раз видишь, откуда что в тебе вообще берется. Вот. Но я, знаешь, что такое совсем практический совет дам. Я когда там попала первый раз в университетскую столовую, первый раз самостоятельно доехав до университета без мамы, я не знала, чё взять себе вообще на обед, потому что, ну, типа, я не знала, о чем мне нравится. Ну так, ну надо вообще взять курицу, она полезная, то, что мне так говорили, или что то другое. Ну, это я к чему? Начинать, если вот прям настолько все плохо, начинать с мелочей. Брать, не знаю, ты не знаешь, какой тебе чай нравится, взять, купить себе 10 чаев, все их перепробовать и понять, блин, какой чай тебе нравится. Приготовить себе 10 видов яичницы, понять, какие тебе яйца нравятся. Вот. И это, на самом деле, очень интересный путь знакомства с собой. Это можно даже в 30 лет начать делать или там позже, не знаю, никогда не Есть поздно. клиентки, которые в 55 начали это делать. И супер. Да. И в 70 можно. У нас сейчас вообще продолжительность жизни сильно растет. Мгм, Хотя бы мгм. до 120 доживем. Это Нет? кратно повышает качество жизни, когда ты каждый свой шаг делаешь из, абсолютно осознанного выбора. Ну, типа: "Я так хочу". Вот именно я так хочу. Вот. Я, знаешь, что тебя хотела спросить? Вот у некоторых людей, которые переезжают, уезжают в эмиграцию, у них есть вот эта, знаешь, адаптивная часть, где ты чувствуешь, что я все сама вырулю, я смогу, даже если все пойдет по одному Мгм. месту, я найду способ. А у кого-то ее нет. Да. Во-первых, с чем это связано? И второе, можно ли ее накачать как-то? Адаптивная часть есть у всех у нас, это врожденный. Вот этот вот как раз ребенок, который адаптивный, он же бунтующий. То есть это две стороны одной медали. Бунтующий ребенок и адаптивный ребенок. Один, который
пишется у нас в психике до 7 лет, это как нам велят жить родители, мы с этим не спорим. И после 7 лет, как раз лет до 16, вот это около пубертаты подросткового возраста, мы начинаем спорить, это бунтующий ребенок. Люди, которые не адаптируются, у них просто больше развит бунтующий, и им лишь бы спорить, пофиг по какому поводу. Вот и все. У них Мгм. просто другая медаль этого внутреннего, вот этой внутренней части развита. Классно в это посмотреть и пойти, типа, а где я могу все-таки быть адаптивной? И опять же, вот эти вот бунтарки, они, или бунтари, мужчины, они не любят, и я тоже просто, у меня большая бунтующая часть, такие типа послушной быть нетушки. Вот, а это не совсем про послушание. Адаптивность, она еще про то, чтобы уметь нравиться людям, быть гибкой в том, что а вдруг мне это понравится. Вот я в Латинской Америке какой только еды не хотела пробовать. В том смысле, что там приносят такая. Я такое не ем, какой-то верблюд, стейк из какого-то, какой-то ламы. Я эту ламу себе представляю, вот эту мину. Я не буду это вообще. Потом мне не сказали, говорю, какое у вас вкусное мясо, это что, говядина? Такие, лама. Я такая, понятно. И вот адаптивная часть, она может полюбить и стереть границы. Это очень важный момент, потому что пока мы заряжены бунтующей частью типа fuck you, bitch, папка, мамка, я не хочу там с тобой ничего общего иметь, мне ты не нравишься, мы очень заряжаем эту вот опять же часть, вместо того, чтобы пойти и посмотреть, а что мне в этом понравится. Я вообще вот, наверное, последние несколько стран, в которых я путешествую, я такая, я не хочу смотреть, что у нас с ними по-разному, и тем самым отстраивать границы еще жестче. Я хочу, наоборот, Мгм. стирать границы и слияние с этими людьми делать, типа, а что классного, а что похоже. И тогда вот эта адаптивная часть классно качается. У кого, вот с точки зрения, да, психолога, профессионала, у кого получается иммиграция, у кого не получается, если нам резюмировать это все, что мы обсуждали? Честно? Я считаю, получается у тех, кто хочет, чтобы у него получилось. Все. Все просто, да. Всегда Мне получается. Ты знаешь, мне как-то мой фитнес-тренер классно сказал, что я говорю: "А вдруг не получится? Вот я сейчас буду к тебе ходить, блин, 4 раза в неделю на твои силовые тренировки, вот следить за питанием, вдруг не получится?" Он на меня смотрит и говорит: "Не может не получиться". В смысле? Ну ты как бы хочешь, и ты действуешь. Как может не получиться? Вот я это прикладываю ко всем сферам жизни, потому что я думаю, что это правда так. Да, я тоже считаю, что нет никаких предопределенных вещей, типа вот поэтому у тебя не получится. На самом деле, из самых сложных ситуаций можно выбраться, имея веру вообще в себя. А еще, ну, на самом деле, очень важно, с кем ты в это идешь. То есть я понимаю, что одному сложно, но Это очень тебе. важно. Это тебе одной сложно. Я знаю очень много мигрантов, которые развелись там с мужьями, с женами как раз в эмиграции, потому что они Да. говорят, одному легче. Ну, то есть это тоже про ценность. Если ценность близких отношений, умение любить или семьи, или, ну, в общем, надо смотреть свои ценности, опять же. Мгм, мгм. Но я вот хотела сказать, что очень часто человек переезжает там со своим партнером, и потом это накладывается еще на иммиграцию, да, какой-то кризис в личной жизни. То есть, наверное, точно надо переезжать, будучи уверенным и понимающим вообще, что у тебя в отношениях происходит, потому что иначе будет только хуже. Это да. Ну, любая стрессовая ситуация, она нас скатывает к нашим базовым настройкам, которые обычно так себе. Мгм. А иммиграция — это стресс, потому что любое новое — это стресс. Пойти в садик — стресс, закончить — стресс. Наоборот, ну, как бы браво, классно. Пойти в школу — стресс, закончить — браво. И так далее. Любое новое — это стресс, даже если оно классное. Даже если оно позитивное, потому что вон в шкале даже какого-то там бэка или где там в тесте у тебя всегда спрашивают, были ли у тебя позитивные какие-то шоки в жизни или негативные. Да. Да, слушай, Жень, спасибо тебе большое за беседу. Мне кажется, очень Иди. классно получилось. Вот, обязательно пишите в комментариях, какие у вас есть вопросы к Жене. Вот, ну и подписывайтесь на оба наших канала. У меня про жизнь, про путешествия, про жизнь в Лондоне, про вот, короче, иммиграция глазами обычного человека. А у Жени психология, понимание себя. Ну, расскажи тоже, о чем Про ты деньги и снимаешь. про отношения у меня, про сценарии именно, как вот докручивать свои сценарии классно, про деньги и про отношения. Но это те темы, которые мне просто интересны, я бесконечно о них разговариваю. Ну все. Благодарим, что с нами были. До следующих видео. Пока. Да.